Самка леопарда рожает редкого детеныша, а через несколько минут происходит невероятное. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра! В раскаленном горниле засушливого сезона бескрайние леса Арвалийских холмов застыли в величественном, но безжалостном оцепенении. Воздух, густой от пыли и зноя, колыхался над потрескавшейся землей. Именно в этой негостеприимной реальности влачила свое существование самка леопарда по имени Лана, одинокий силуэт против палящего неба. Ее тело, отягощенное беременностью, утратило былую стремительность, каждый шаг давался с трудом. Охотничий инстинкт, прежде острый и безошибочный, теперь притупился под гнетом усталости и постоянного голода. Но глубоко внутри, сквозь пелену изнурения, теплился неугасимый огонь материнства, слепая, отчаянная надежда сохранить две хрупкие жизни, бившиеся в ее утробе. Однажды, в знойный полдень, когда солнце стояло в зените, ее ослабевшее обоняние уловило едкий, манящий запах свежей крови. Это самец по имени Гордон, могучий и безразличный, пировал над тушей только что пойманного оленя. Голод, терзавший ее изнутри, оказался сильнее голоса разума и врожденной осторожности. Собрав последние силы, Лана сделала роковой шаг на его территорию. Ответ не заставил себя ждать. Мгновение, и тишину разорвал яростный рев. Гордон, защищавший свою добычу, атаковал с безжалостной свирепостью. Острые, как бритва, когти впились в ее бока и спину, оставляя глубокие, пылающие болью раны. Не в силах противостоять, истекающая кровью Лана обратилась в бегство. Ее тяжелое тело с трудом подчинялось командам отчаянного мозга. Она бежала, пока силы окончательно не оставили ее, и рухнула на иссушенную землю. Ее прерывистое дыхание было похоже на предсмертный хрип. Над ней тут же начали кружить тени стервятников, безмолвные и терпеливые палачи. Но даже на пороге смерти мысль о нерожденных детенышах не позволяла ей окончательно отпустить жизнь. С наступлением ночи, собрав волю в кулак, она побрела дальше, пока не нашла временное пристанище на высоком скалистом выступе. И здесь, под холодными звездами, ее тело охватили первые спазмы. Родовые схватки пронзали ее измученную плоть, и ее тихие стоны терялись в гнетущей тишине ночи. После долгих мучительных часов на свет появились два крошечных, беспомощных существа. Исполнив последний долг, накормив их скудными остатками молока, она погрузилась в забытье, и ее уши все еще улавливали каждый жалобный писк ее детенышей. Рассвет принес не облегчение, а осознание неминуемой гибели. Ее ноги отказывались держать тело, раны воспалились, источая зловоние. Они втроем лежали под палящим солнцем, мать, угасающая в агонии, и два новорожденных комочка, чья жизнь только началась и уже должна была оборваться. В этот самый момент судьба проявила милосердие в лице молодого рейнджера Марка. Его опытный взгляд, блуждая по просторам холмов, заметил неестественное пятно на скале. Бинокль открыл ему душераздирающую картину: умирающая самка леопарда и двое новорожденных детенышей. Сердце Марка сжалось от боли, но разум уже действовал четко и быстро. Последовал вызов по рации, и вскоре на пикапе прибыл его напарник Аран с транквилизатором и медикаментами. Действуя как слаженный механизм, они усыпили Лану, бережно поместили в ящик перепуганных детенышей и аккуратно перенести саму мать в автомобиль. На станции их уже ждал ветеринар, доктор Шива. Началась битва за жизнь. Глубокие рваные раны были тщательно очищены от гноя и омертвевших тканей, промыты дезинфицирующими растворами. Лане ввели мощные антибиотики и подключили капельницу, чтобы бороться с обезвоживанием и инфекцией. Тем временем детенышей выкармливали из бутылочки. Атмосфера была напряженной, каждый в этой команде вкладывал душу в спасение семьи, и чудо свершилось.
Спустя сутки Лана медленно открыла глаза. Взгляд ее был затуманен, но в нем уже не было безысходности. Увидев рядом сытых и безопасных детенышей, она словно обрела новую волю к жизни. С каждым днем она крепла, начала есть, ухаживать за шерстью, а вскоре смогла не только подняться, но и сделать первые неуверенные шаги по вольере. После недели реабилитации в просторном загоне, где они впервые под голубым небом учились бегать и играть, настал день возвращения. Пикап привез их обратно в родные холмы. В тот момент, когда дверь клетки распахнулась, произошло нечто волшебное. Лана, полная прежней силы и достоинства, выпрыгнула на свободу, а два подросших детеныша уверенно последовали за ней. Для Марка и Арана, наблюдавших за этим с большого расстояния, эта картина стала олицетворением торжества жизни, драгоценным вторым шансом, который они помогли вернуть величественным обитателям холмов. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!